В главных ролях конченый идиот, самый сексуальный мужик в мире, горячая чикса, злодей-британец, так себе шутник, пубертатная язва, какой-то мужик, говнюки, недопонятые гении. Приветствую! Как и обещал, не затягиваю с выпуском следующего ролика по 35 ПТ. В нем будет рассказано все о самой стандартной стратегии игры на 35, прозванной дефолтом, которая состоит из ополчения и железных войск. Пока строится школа, расскажу, что к чему. Карту выбрал Frozen Waters, простонародье Frozen. Эта карта является колыбелью 35 ПТ, ведь именно на ней было сыграно множество игр во времена, когда 35 только зарождалась как жанр. При этом карта оказалась настолько удачной для этого режима, что даже спустя столько времени практически никакие фиксы ей не понадобились. Те, которые я здесь вывел и залил в архив под названием 1.1, они все-таки достаточно минорны. Для разбора дефолтной страты я решил взять свою игру на этой карте на локации номер 7. И седьмую решил взять неспроста. Frozen Waters, в общем-то, считается довольно простой картой. Больше камня, чем обычно, 70. Гораздо больше еды, чем на многих других картах. Но при этом седьмая лока является одной из самых здесь такой неудобных, некомфортных, необычных. Скорее, назовем это как-то так. А поэтому, если вы сможете построиться на ней, все остальные локации на этой карте проблем у вас вызывать не будут. Ну вот, как раз таки почти школа достроилась. Как можете догадаться, различия в билдах начнутся уже после лесопилки. Но этап до лесопилки, он не менее важен, потому что вам нужно как можно быстрее обзавестись хорошей ресурсной базой. Для постройки зданий, разумеется. Вам нужен камень. Нет камней, нет стройки. Нет стройки, нет дворца. Нет дворца. Нет дворца. Обычно достаточно 4 каменоломни, но на некоторых картах изредка нужно 5. Также стоит как можно быстрее поставить избу, для того, чтобы как можно быстрее открыть лесопилку, соответственно, золотой рудник и так далее, чтобы увеличить производство золота с самого начала. Но не на каждой карте, не везде это возможно. У меня здесь золото под боком, но при этом стартовое дерево достаточно далеко, и приходится идти за ним наверх. Нам нужно заранее прикинуть, что мы должны сделать, что построить для того, чтобы вывести приблизительную армию, которую вот можно было видеть на скрине в первом видео. Ну, то есть ориентировочно 10 железа и 15 топоров. Для этого нам нужно обзавестись нормальным количеством дерева. Смотрим, где оно у нас на локации. Ага, здесь и здесь. Это наши цели, к которым мы должны тянуться и которые должны построить. Вторая не менее важная цель — золото. С ней просто. Оно у нас, считай, под боком, очень удобно забирается, комфортно ставится. Третья — железо. И здесь, конечно, засада, потому что железо расположено достаточно. Тем временем, готова изба, делаем лесопилку и начинаем потихонечку вести дороги, пока вот часть делает каменоломни. Ведем дорогу сразу в несколько сторон. Эта дорога идет за золотом, здесь за углем, за железом. Дальше будет еще параллельно дорога за деревом. В принципе, умение параллельно контролировать строителей полезно абсолютно на любом перемирии на старте. Поэтому практикуйтесь. В этом здесь да никакого другого рецепта нет. Вот один сделал, один добавил. Наверное, стоит немножко упомянуть про количество зданий, которые нам нужно для того, чтобы получить всю эту армию. Для комфортного вывода ополчения на 35 ПТ необходимо построить 6 изб, на которые нам, соответственно, нужно 3 лесопилки. А с этих 3 лесопилок в 2 оружейнях на старте будут делаться топоры для ополчения. Соответственно, желательно 6 изб заиметь до 20 минуты. Этим мы сейчас и займемся. Параллельно с золотом, прежде всего. Так как золото уже было, выше сказано, на локации расположено легко, дотянуться до него не составляло особых проблем, поэтому параллельно занимаемся остальными делами. Также нам нужна железная ветка производства. Для железа нам нужно забрать 2 рудника железных, соответственно, сделать 2 выплавки, 1 кузню и 1 доспешную. На это все нам потребуется 4 угольных шахты. Но еще же есть золото. Нам нужно будет обязательно 2 выплавки золота на старте и даже 3 после конца перемирия. Итого количество угольных шахт итогом становится 6-7. Соответственно, для 2 золотых выплавок 2 золотых рудника. Это вроде как плюс-минус понятно.
Поставился рудник, тут же ставится выплавка, копается. Чем ближе к школе, к складу, тем быстрее она будет готова. Тем дальше вы можете отложить тайминг построения второй выплавки золота. Для меня тайминг построения золотой выплавки оказывается тогда, когда на складе, к примеру, 2-3 сундука примерно, и там еще можно на школу посматривать. Вот в этом состоянии вам однозначно нужно уже подключать вторую выплавку и никак с этим не затягивать. Но у меня в этом все в порядке, буду долго жить на одной, и поэтому все мои силы брошены сейчас на то, чтобы достать дальнее дерево и дальнее железо. Параллельно вот тут избы немножко подтыкиваем. Отдельно про избы и лесопилки. Как уже было сказано, на одну лесопилку нужно 2 избы. Но на старте эта пропорция немножко ломается. Так, у вас какое-то время может существовать 4 избы на одну лесопилку. Ну, вот по причине, вот, пожалуйста, 3 избы готовы, а лесопилка не работает. Но при этом нельзя оставлять в таком состоянии слишком надолго. Остальные лесопилки должны быть построены вовремя. И также, ну, это немножко, давайте, офф-топ, 60 ПТ. Наоборот, на 6 избах, как через какое-то время вам может потребоваться 4-я лесопилка, потому что избы сделают столько бревен, что лесопилки с ними просто не справятся. Ну а мы продолжаем. Понесли ресурсы на железный рудник, правда камней нету, поэтому, к сожалению, он будет немножечко позже. Также не забываем, разумеется, про харчевню. 15-я минута, пора уже копать, чтобы к 18-19 харчевня была точно готова. Продолжаем дальше выполнять наши задачи по избам. Пока что делается 5-я, и здесь еще будет позже ставиться 6-я. Параллельно тащим железо. Золото немножечко приостановили, потому что 1-я ранее выполняет свои задачи чуть более чем полностью. Иногда, если вы опоздали с постановкой угольных шахт, например, они у вас неудобно расположены, и поставились позже железного производства, в таком случае надо поставить хотя бы на одну угольную шахту больше, чем ваше количество потребителей. Так как в таком случае у вас не будет какого-то запаса по углю, соответственно, кузни будут простаивать, а это нехорошо. Но у меня здесь, наоборот, другой случай. У меня уже готово 3 угольные шахты, а потребитель всего один. Это выплавка золота. И вот второй только строят. При этом я уже веду дорогу к 4-й и 5-й. Соответственно, у меня эта проблема долгое время мучить не будет. Второй железный рудник какое-то время может подождать, но так как здесь нести очень-очень далеко, то лучше не рисковать. 3-я лесопилка, 6-я изба. Практически успел в тот самый таймер, который я обозначил. Соответственно, с досками все должно быть неплохо, даже несмотря на то, что на складе их там 1 штучка осталась. Можно еще посматривать на состояние лесопилок, на состояние вообще леса. И если видите, что в ваших лесах еще очень много бревен, значит проблемы у вас, в общем-то, никакой и нету. Как вы можете заметить, пока я никакого внимания абсолютно не уделил еде. По той причине, что уже идет 21-я минута, больше половины времени перемирий прошло, соответственно, мне нужно точно озаботиться о войсках, чтобы мне было чем воевать. А еда некоторое время может подождать, но стоит понимать, что лишь только некоторое время и слишком сильно затягивать нельзя. Как я и говорил, золото заканчивается, должна врубаться еще одна выплавка золота. Готова выплавка железа, начинаем копать доспешно. С доспешным есть небольшая фишка. Доспехи, к сожалению, делаются дольше по времени, чем оружие. Соответственно, когда вы делаете кузни 1+1, у вас при одновременной стройке неизбежно оружие будет больше. Из-за этого есть небольшая фишечка. Можно сначала поставить доспешную, а потом совсем с небольшой задержкой поставить оружейную кузницу. И таким образом к перемирию у вас практически будет одинаковое количество доспехов и оружие там буквально за несколько минут после конца сразу догонит. Казарму я здесь копаю, но в принципе с ней можно самую малость подождать. Объясню. У меня закрыт доступ всем оружием на склад, однако в каждом из зданий можно как минимум 5 объектов держать на складировании. Соответственно, какое-то время они там могут копиться, к этому моменту будет построена казарма, здание не будет простаивать без работ, и таким образом мы все идеально здесь, так сказать, скомпонуем. То же самое касается оружейной мастерской, которую я сейчас поставил на топоры. В принципе, это даже ранний тайминг, если вы ее чуть-чуть затянете, это не проблема. То есть на это можно не ориентироваться, однако стоит точно ориентироваться на состояние своего леса и тех зданий, которые вы построили. Как их, например, казармы требуют 6 досок, 2-я школа, которая обязательно 35
требуют 6 досок. И ваши запасы, даже если они были, улетучатся. Но я здесь спокоен, потому что у меня лесопилки просто завалены бревнами, а избы еще не спилили даже все деревья. Поэтому, конечно, я поставлю топоры, и у меня их будет в этой игре немножко больше, чем обычно. 6 углей вы уже все видели, вторая выплавка железа готова. Осталось только достроить кузницу, она немножко запаздывает, но это не критично. К этому моменту я примерно дострою все, что будет отвечать у меня за войска конкретно 35-й минуте. У меня будут вышеуказанные 2 оружейки по топорам, 1+1 железные кузни, и это будет обеспечивать мою боеспособность после конца перемирия. Теперь пора задуматься о еде, потому что, несмотря на то, что выглядит все дорого-богато, еда растворяется очень быстро. Из вариантов по еде есть доступных 3, но вино сразу откидываем, поэтому 2. Это либо рыба, либо хлеб. Рыба есть не на каждой карте, но где есть, особенно поблизости, рыба — это твой бро. Ты его ставишь. А если вдруг рыбы много, ты ставишь 2 рыбака. Но таких карт, к сожалению, немного. А так, от ферм, к сожалению, как ни беги, как ни откладывай, далеко не убежишь. Соответственно, фермы надо ставить. Когда у вас такая отложенная сильно ферма, о колбасах придется забыть, потому что их не хватит на то, чтобы насытить ваш город, колбасы будут делаться слишком долго. Поэтому хлебушек твой бро. Хлебушек при этом не 1, а хлебушков 2. Если у вас ферма стоит на 30-й минуте, уж тем более позже, 2 мельницы с 2 пекарнями могут спасти твой город от голодной катастрофы, к которой ваш город будет постепенно двигаться. Соответственно, для этого нам нужно поставить 2 фермы. Минимум. Этим я, в общем-то, сейчас буду потихоньку и заниматься. Вот одна уже есть, и там чуть попозже должна будет вставать 2. Вышки. Как я говорил, небольшое преимущество, которое может быть у противника после того, как он лучше развился или просто вам в драке не повезло. Вышки это преимущество могут нивелировать, поэтому закрываться вышками это очень здравая, хорошая идея, особенно если вы начинающий игрок. Но все же немножко я про вышки уточню. Вам нужно смотреть на позицию своей локации на карте. Объясню. К примеру, моя локация — это локация номер 7. Давайте посмотрим, как она расположена. Напротив нее стоит вода. Вот здесь. Непроходимая. Вторая локация противника выходит сюда, напротив 6, выходит вниз вместе с 3. И с этой траектории, например, заходить вот в этот заход довольно проблематично и неудобно. И этот заход не так часто подвергается атакам. Это не означает, что его нельзя закрывать, и я позже покажу по реплею, почему надо закрывать проходы, если у вас, есть все возможности для этого. А вот этот, например, гораздо более сладкой булочкой является для противника, поэтому его, например, закрыть нужно обязательно. Ну, а если вы играете на каких-то крайних локах, например, на 8, на 5, на 1, тут играет Олег, так что камео с Олегом на 35 ПТ, привет. То, в общем-то, тут надо обязательно на крайних локациях крыться вышками, и никак иначе. Остальные билды без вышек либо от небольшого ума, либо от очень большого ума. Поэтому на старте, запомните, вышки — это твои бро. Едем дальше. Ставим так ту самую 2 ферму. И вот мы постепенно приходим к концу ПТ и к такой глобальной теме, как развитие после ПТ. Куда податься? Что делать? Вариантов, ребята, 3. Самый простой способ заапгрейдить свою базу после ПТ — это поставить 3-ю куску золота, поставить 3-ю оружейку, там, возможно, 1 избу, 1 лесопилку сверху, лесопилку точно, и избу, и просто увеличить спам ментов. В следующем видео я скину пример о том, как ополчение даже на час игры может приносить огромную пользу против игрока, который давно уже вышел в луки, вышел в следующий тир, и как бы должен вас, по идее, перевешивать, но на практике у него это не получается. Второй возможный вариант — это продолжать клепать очень много ферм. Фермы позволят тебе выйти в свинарники, конюшни и так далее. Но есть нюанс. Построить надо всего дофигища. Займет это все очень много времени, потому что пока взойдет зерно, пока созреют свиньи, как бы это ни звучало, времени пройдет много, а результаты, они как бы придут попозже. В принципе,
доступный везде практически вариант, так как место есть везде, но занимает долго времени. Третий же вариант, к которому я в этой игре обращусь, будет развить кузни из 1 в 1 в 2-2, потому что на моей локации присутствует 4 железных рудника. И этим я займусь вот буквально вот скоро. Я немножко проскипаю. Перемирие уже окончено, разбор битвы будет немножко позже. Наверное, отдельно упомяну про мельницы, что вам нужно поставить не мельницу к первому зерну, а пекарню к первому зерну. Это очень важно, чтобы у вас уже был сразу хлеб. Поэтому не стесняйтесь ставить мельницы пораньше. Это хорошая идея. Вышки к концу перемирия, как видите, готовы. В них сейчас заносятся ресурсы. В принципе, на крайних локациях надо, наверное, поставить даже их немножко пораньше. Если, например, противник менторашить вас решит, это будет очень вам полезно. Но это так, небольшое лирическое отступление. Листаем. Дополнительный железный рудник. Очень много сразу угольных шахт. Дополнительные доспехи. Дополнительное оружие. Кузница. Сейчас это все здесь появится. Фермы в таком случае я немножко отложил. Я их построил с запасом, для того, чтобы у меня были насеяны поля для потенциальной 3 и 4 здесь. Но пока что их 2, и они сделаны только для того, чтобы мой город пропитать. На пару с рыбаком. Наверное, отдельно упомяну, что сейчас в битве может стройка казаться уже нелепой какой-то, кривоватой, но вы должны понимать, что параллельно с этим тут происходят баталии. Баталии жесткие. Поэтому... Ну вот, как вариант. Например. А поэтому стройка города все-таки идет уже несколько со скрипом. Но вы, ребята, смотрите на то, какие усиления вы можете сделать. А вот это все не то. Угольные шахты, железные рудники, выплавки. Вот оно то самое усиление, самое простое. По топорам ставится еще одна лесопилка, 4 на 6 исп, потому что, видите, эти полные. Нужна помощь. И 3 оружейная мастерская. Построил ее, ставлю 3-ю выплавку золота. В принципе, если у вас есть некоторые проблемы с золотом, нужно поставить пораньше. Просто у меня конкретно этих проблем не было. 3-я выплавка золота, твой бро. На 35 ПТ тем более. А сейчас уже стало понятно, что и на 60 тоже. Дополнительная уголька для этого подключается. Тут ко мне камео Траша приехала на гайд. Но, к сожалению, для него оно будет отсюда быстро нейтрализовано. И камео на изгуля. Гайде. Здорово. Ну а мы продолжаем свою игру. Опять же, я сначала поставил кузню доспехов, потому что у меня уже был некоторый перевес по оружиям, пока кузнец не пошел покушать, ну и ладно. Поэтому я сначала врубил еще одну кузню доспехов, и только потом буду ставить оружейную. А пока что тянусь дальше за железом. Упомяну также очень важную историю касаемо хлеба. Хлеб довольно коварная еда, хоть и невероятно полезная в нашем случае. Объясню. Хлеб позволяет очень быстро и надежно перекормить абсолютно все население на 35 ПТ. Но есть нюанс. Каждый выходящий работяга имеет далеко не полную шкалу сытости. Вот, например, давайте поймаем сейчас одного. Слуга. Видите, это его шкала сытости. Вот давайте сейчас еще одного поймаем. Вот. Он выходит на половинку. Согласитесь, это не очень много, не так много, как хотелось бы. Следовательно, они потом снова ломанутся, все этот хлеб есть. И не было бы никакой проблемы, если бы у вас было 2 харчевни. Потому что, видите, хлеба много, хлеб складируется, вам будет нужна 2-я харчевня. Говорю об этом заранее, просто потому что в этой игре, к сожалению, не дошло у меня до постройки 2-й харчевни. Выстроено производство 2-2 кузен. После этого я закономерно принимаюсь строить дальнейшие фермы. Есть 3-я, ставится 4-я, будет 5-я. С 5 фермами можно спокойно жить в 2 свинарника и 2 мельницы. Соответственно, у вас будет еще лучше производство еды из-за мясного цеха, а также откроется выход в кожаные войска. Давайте немножко, наверное, касаемо слуг. Информация может быть немножко запоздалая. Вам необходимо 20 строителей вместе с 20 слугами на старте. После чего вы доделаете слуг до отметки 50. После этого делаете рекрутов для того, чтобы вывести войска в казарму.
После этого на 50 можно жить долго, но так как уже прошел разгон железного производства, идет разгон кожаного, то уже нужно 60. И эти 60 я делаю. И то, как видите, здесь, например, мне немножко не хватает. Дисбаланс оружия лютый, это согласен. Но бывает. Главное, что он нивелируется потихонечку. Собственно, чтобы его избежать, надо просто пораньше кузницу поставить. А потом, если что, душить ее распределение. Очень важная вещь. Недостающие, пустеющие угольные шахты. Когда вот видите вот такое, не забывайте, что в лите надо также успевать перенести из шахты. Это, конечно, забавно получилось, но что поделаешь. Собственно, 6-я ферма, под нее просто ставится конюшня здесь. Фермы, как вы понимаете, если дальше игра пойдет, застраивать здесь можно огромное количество. Отдельно, наверное, немножко расскажу про рынок. Рынок в дефолтной стратегии очень хорошо может вставать после перемирия в случаях, когда, например, у вас нехватка золота или переизбыток топоров просто потому что. Эти топоры можно обменивать, например, на лошадей. 4 топора на 1 лошадь. Таким образом, даже без канистроты у вас будет свой собственный рыцарь, что, согласитесь, круто, ведь даже один рыцарь может очень сильно повлиять на поле боя на 35. Также могу отметить, что когда я поставил 4 лесопилки на 6 изб, все-таки нужно подрубать еще немножко изб, даже выведу это отдельно. Желательно потом добрать еще 7-ю и 8-ю избу, чтобы не было провисания по бревнам, как, например, оно есть сейчас. Дерева внезапно стало немножко не хватать, оружейка привстала и не сразу принесли настройку. Примерно вот так будет у вас выглядеть итоговый город. Единственное, что, понятное дело, что надо уже ставить здесь мясные цехи и прочее, но так как в этот момент уже идет битва в городе противника, мне немножко не до этого. На этом видео подходит к концу. В нем я показал весь процесс стройки на 35 ПТ для стандартной стратегии. Честно говоря, я немножко переоценил свои силы, так как я думал, что я запишу все в один ролик, но по итогу и этот ролик получился достаточно длинный и насыщенный по информации. И я оказался не готов еще одновременно запихнуть сюда и всю боевую часть, которая будет касаться непосредственно передвижений по карте, какие именно войска вам нужно делать, когда их стоит менять, какие возможные варианты опциональные есть, помимо обмена, например, топоров на коней, который был указан в этом видео, и так далее. Поэтому конкретно ролик с боевкой выйдет все-таки позже. И если вам не лень, оставьте, пожалуйста, свой комментарий под видео, чтобы я понимал вообще, нравится ли вам это смотреть или нет, полезно это было ли для вас. Отдельно хочется спросить и тех, кто смотрит видео через английские субтитры, потому что специально для них я делаю русские субтитры для автоперевода. То есть, если кто-то смотрит, хотелось бы понять, нужно ли это или нет. Ну и мне как дополнительная небольшая мотивация. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Увидимся.